Всем привет, мои дорогие друзья! Я хочу рассказать о самых шокирующих моментах между Чонгуком и Тэйхёном, но перед этим я должна предупредить вас о важных вещах. Дисклеймер. Данный материал носит исключительно развлекательный характер и никак не желает оскорбить кого-либо. Все, что здесь будет сказано, является исключительно моим мнением. Я не заставляю вас поверить в это, примите это во внимание. Сегодня мы поговорим о топ-10 самых шокирующих моментах между Тэйхёном и Чонгуком. 10 место. Тэйхёну не нужен увлажнитель воздуха, у него есть свой. 6 августа Тэйхён провел трансляцию на Виверс. Свое лицо нам Мишка не показал, но сказал важные слова для нас и пообщался с армией, отвечая на их вопросы. Читает сообщение армии. Почему у тебя на видео пошла носом кровь? Это потому, что в самолете у меня пересох нос. Я подумал, что вообще с ним происходит. Проверил, а там кровь. И армия написала комментарий: «Хочу быть твоим увлажнителем воздуха». Тэйхён ответил: «Чтобы летать со мной на самолете, у меня есть маска. Идите лучше спать. Какой там увлажнитель воздуха в самолете?» 그 가슴 마스크 한다. Мишка даже не стал флиртовать, ведь уже по видео из самолета можно понять, что он кое-кем занят, и ему не до увлажнителей. Вот так завуалированно и тонко он провел границы. Ребята, я хочу вам сообщить, что на моем канале на Бусти вышел новый обзор на тему. Тэйхён показал, что они с Чонгуком близкие люди, тайны в самолете, обсудим интересные детали. Ссылка на канал на Бусти будет в описании к видео и в первом закрепленном комментарии. 9 место. Ужин Вигу на берегу океана. Вчера на видео у Хасока, в сторис у Тэйхёна и в посте у Чимина армии заметили, что парни находились в ресторане Нобу Малибу. Как мы понимаем, мемберы там ужинали. Так вот, в начале июля в сети ходили слухи, что Вигу вдвоем видели именно в этом ресторане. Тогда к этому все отнеслись скептически, ведь не было доказательств. Но в своем недавнем посте в Инстаграм Тэйхён публиковал фото вина, которое есть в меню ресторана Нобу Малибу. То, что он выкладывал до ужина с участниками, архивное фото. Также пол и стол на фото Тэйхёна совпадают с интерьером этого места. И кажется, что очевидец, который утверждал, что видел Вигу в Нобу, говорил правду. Они были на ужине вдвоем, когда только прилетели в США. Всегда сначала Вигу все исследуют, а потом приводят остальных мемберов в места, которые им понравились. 8 место. Чонгук в секрете делит комнату с Тэйхёном. Просто Чонгук, не задумываясь ни на секунду, выдал себя. Намджун: кто делит комнату с Тэйхёном? Чонгук: я. Намджун: ты? Нет, не ты. Разве ты? Чонгук: нет, не я. Просто человек привык говорить правду. Официально он ночует с Намджуном, а вне камер с Тэйхёном. 7 место. Сладкая картошка Чонгука. Наш великолепный повар Чонгук тоже иногда терпит неудачи на кухне. Звездное шоу Чонгука. Чонгук: магия? Вы думаете, это магнит? Блюдо выглядит как сладкий картофель, но это часть тарелки. И начинает показывать представление с тарелкой.
Чонгук немного переборщил, когда готовил сладкую картошку, но мне нравится его отношение к этой ситуации. Он перевел все в юмор и поднял ребятам и нам настроение. 6 место. Тэхён на секунду забыл свой псевдоним. Тэхён рядом с Чонгуком забыл обо всем на свете. Наверное, это один из самых смешных эпизодов. Джин, покажи свою руку, Ви. Тэхён, покажи свою руку, Ви. А, я! В этом эпизоде до него так мило и долго все доходило, и он был таким очаровательным. Он просто думал о Чонгуке. 5 место. Тэхёну не понравилось. Даже не верится, что Тэхён так мог отреагировать на эту ситуацию. Чимин предлагает Хосоку выпить воду на брудершафт, и вы только посмотрите на реакцию Тэхёна. Просто Тэхён тогда и Тэхён сейчас. Он так морщил лицо и так эпично смотрел в камеру, а потом влюбился в Чонгука и так больше никогда не делал. 4 место. Тихая месть дизайнеру. Джин создал забавный костюм феи для Чонгука, но не знал, что он может пострадать из-за своей идеи. Все дело в огромном перышке на шляпе Чонгука, которая раздает пощечины направо и налево. Сначала не повезло нам Джуну. Джин посмеялся над этим и тут же получил кармическое пушистое приветствие. Каково это получить по лицу собственным творением? Чонгуку, должно быть, очень понравился костюм. 3 место. Вигу задумали шалость. Тэхён, Чонгук и Чимин договорились вместе прыгнуть в бассейн, но у Вигу были другие планы. Просто отправили Чимина в воду и смеются с этого. Любят же они сообща подшутить над другими мемберами. Наши неисправимые проказники, но без них уже никак. Команда Твикс. 2 место. Чонгук решил несколько задачек сразу. Как однажды Чонгук насыпал порошка в джакузи. Ну как вам джакузи? О, это великолепно, просто здорово. Чонгук, причина, почему здесь так много пузырьков, это потому что я насыпал слишком много порошка. Ты что, стиркой занимаешься прямо сейчас? Серьезно, мы что, стираемся здесь? Ну, в любом случае, это здорово. Когда поставили главным по стирке. Чонгук умеет совмещать приятное с полезным. И покупались, и Хёнов заодно постирал. С таким хозяйственным парнем не пропадешь. Наши любимые юмористы уже много лет поднимают нам настроение. 1 место. Начал спорить Тэхён, а досталось Чимину. Тэхён раз 5 за полминуты пытался доказать Чонгуку, что они едят ветчину, а не колбасу. Чимин тоже высказался, заявив, что это ветчина. А когда выяснилось, что Чонгук был прав, то пострадал только Чимин, а Тэхёну он и слова не сказал. Тэхён, это ветчина. Чонгук, нет, это розовая колбаса. Тэхён, это ветчина. Чонгук, это колбаса. Тэхён, попробуй, это ветчина. Чонгук, как это может быть ветчиной? Чимин, это ветчина. Чонгук спрашивает у официанта. Извините, это ветчина или колбаса? Официант, это розовая колбаса. И Чонгук замахивается рукой на Чимина. И Чимин в печали уходит из-за стола. Кажется, Чонгук не в силах ругать Тэхёна. Даже Чимина стало жалко.
Хорошо, что он долго не обижался, буквально минуту, и вернулся за стол есть колбаску с этими влюбленными сообщниками, пытаясь добиться извинений. На этом я заканчиваю свой топ. Обязательно дождитесь продолжения. Пока!